Прошу меня извинить. Ты куда, Хайд? А что тут появилось? А, сторис? И еще посмотреть это нельзя. Джордж выложил фотографию каких-то сережек. Ну ладно. Похоже, Хайд определился с тем, что делать дальше. Так и есть. Я очень за него рада. Когда мы впервые встретились, он показался мне загадочным. И, честно говоря, немного высокомерным. На самом деле он очень ранимый, правда? Нет никого ранимее и крепче бессмертных. Да, когда у тебя неограниченный запас времени, это может свести с ума. Это плохо влияет даже на эльфов, хотя мы и не бессмертные, просто долгоживущие. Понимаю. Оборотни живут больше людей, но меньше эльфов. На нас это тоже негативно сказывается. Думаю, дело в том, что всем иногда бывает скучно, правда же? Дайте мне долгую или бессмертную жизнь, и я покажу вам обратное. Ладно, бессмертную не обязательно, хотя... Короче, хочу быть эльфийкой. Чем дольше живешь, тем чаще на тебя находит такое настроение. Логично. Я вот что скажу. Здорово, что он решил остаться. С ним бывает непросто, но жизнь с ним куда интереснее. Столько лет прошло, мы по-прежнему очень хорошо друг друга понимаем. Думаю, вам знакомо это чувство. Да, знакомо. На этом этапе отношений мы понимаем, что даже если нам захочется провести какое-то время врознь, в конце концов мы все равно никуда друг от друга не денемся. Вот-вот. Знаете, у него чуйка на хороших людей. Я про Хайда. Он сразу понял, что Вэлори что надо. Я не то чтобы сомневался, но он сразу понял, что ты из себя представляешь. Он всегда по-доброму ко мне относился, хорошо меня понимал. И я рад, что он подружился с вами. Мне очень нравится с вами общаться. И нам с тобой, Галла. Ой, как мило. Как мило, капец. Надеюсь, мы будем видеться почаще. Нам ничто не мешает. О, прислушайтесь. Опять хлынул ливень. Если бы не твоя куртка, я бы уже заледенела, Бэй. Ты сам как? Нормально, обо мне не беспокойся. Я всегда о тебе беспокоюсь. Думаю, теперь это вроде как моя работа. Тогда я буду беспокоиться о тебе. Ребят, вы такие милые. Как сказал бы Хайд, и я... Отвратительно. Ну ладно, не отвратительно, но слишком сладко. Очень. Слишком, чересчур. Но знаете, что может быть лучше беспокойства друг от друга? Не беспокоиться друг о друге. Принято. Кстати, дождливая свадьба к удаче. Мне всегда было интересно, откуда это пошло. Мне кажется, так говорят, чтобы успокоить жениха и невесту, чтобы они не впадали в истерику из-за дождя. Все-таки плохая погода не редкость. Ты не в курсе? Серьезно? Не в курсе чего? Может, это эльфийская тема? Вэлори, тебе доводилось об этом слышать? И про легенду о слезах богини? Да. Не знаю такой легенды. Это целая эпос средневековой эльфийской поэзии. Я могу вкратце пересказать. Давай, очень любопытно. Ладно. А, да? Ладно, ты прям будешь пересказывать? Нет, я на такое, подожди, не готова. Я к этому не готова, давайте сохранимся и вот эту вот легенду послушаем в другой раз. Сейчас я хочу чисто быстренько прочитать вот это вот и закончить на этом, потому что уже время. Окей. Пигмалион, часть 2. Он опять написал про меня печальную историю. В этот раз я якобы каталась на колесе обозрения с любовью всей моей жизни, когда он решил со мной расстаться. Любовь всей моей жизни. По-моему, я сама могу решить, кого любить. Больше всего я люблю вовсе не парня, которого создал мой писатель. Черт, он просто плотский персонаж с несколькими мечтательными фразами наготове. Мое сердце принадлежит тому, кто заставил его произнести эти мечтательные фразы. Моему писателю, моему создателю, моему Пигмалиону. Почему-то я не смогла выговорить с первого раза. Мое сердце. Я так об этом говорю, как будто у меня есть сердце. Я это всего лишь несколько строк в коротких развлекательных рассказах. Я это вымесил, часть чего-то большего. Но раз уж я всего лишь вымесил, то почему бы мне не побороться за счастливую концовку? Когда тебя и твой мир придумывают, все возможно. Я хочу писать собственные рассказы, чтобы концовка родилась у меня в голове и меня устраивала. Разве не все мы этого хотим? Как думаете, я смогу написать собственную счастливую концовку? А вы свою? Мы не узнаем, пока не попробуем, правда? Я не собираюсь сдаваться, не попробовав, потому что это, дорогие мои читатели, моя история. Не моего писателя и не ваша. Моя.
И ко мне решать, что произойдет дальше. И я знаю, что заслуживаю счастливой концовки. Мы все ее заслуживаем. Ну да ладно, хватит обо мне. Как насчет вас? Вы уже написали собственные истории? Игра вот-вот закончится. Что вы будете делать, когда выйдете из нее? Начнете новое прохождение? Думаете, что во второй раз концовка будет другой? Есть ли вообще концовка получше? Вы решили, какой будет ваша концовка? Я так поняла, это, во-первых, намек, что реально уже концовка игры, поэтому я, наверное, заканчивать не буду, а если что, просто разделю на две, возможно, даже уже разделила, не знаю. Поэтому да, я, наверное, запишу ее до конца. Да. Либо она разделилась уже на две части, либо нет, кто знает. Да. Давайте тогда дальше читать. Давным-давно жила могущественная богиня, у нее было много детей, но из всех них одно дитя она любила больше остальных. Свою самую тихую и застенчивую дочь. Когда все дети требовали внимания, она сидела в сторонке и играла с облаками. Когда все дети гонялись друг за другом, она молча разглядывала звезды. Когда все дети убегали от дождя, она оставалась на месте и наблюдала за падением капель. Богиня думала, даже если все дети покинут меня, главное, чтобы рядом осталось это дитя. Она добра и ласкова, она будет любить меня, ухаживать за мной. Богиня подумала о грядущем и улыбнулась, но однажды, когда юная богиня сидела на краю облака, наблюдала за миром, внезапно подул ветер, и она потеряла равновесие. Ну нет, не переживай, эта история не из печальных. Хорошо. Поток ветра спустил ее на землю. И как же юная богиня удивилась, все, что ее окружало, было для нее в новинку. В восхищении и смятении она так и осталась стоять на месте и не двигалась на протяжении многих человеческих эпох, пока на нее не наткнулся человек. Чтобы не запутаться, дадим нашим героям имена, скажем, юную богиню. Звали Эан, а человека Рэй. Отличная идея. Я сюжетом гораздо легче уследить. Это опечатка, за сюжетом гораздо легче уследить, когда знаешь имена. Хорошо. Эан Рэй. Рэй подошел к Эан, увидел, что она совершенно ошеломлена, и помог ей сдвинуться с места. Затем он отвел ее в деревню и показал, как там устроена жизнь. Прошло несколько дней, и Эан заговорила с Рэем. Они обсуждали звезды, планеты, облака и солнце. Они говорили об урожае маленьких детях, засухах и стариках. Они говорили о временах и бесконечности, и, встретившись взглядами, вместе они пережили кратчайший миг и самую длинную эпоху. Они поняли, что полюбили друг друга. Они решили пожениться, но оба хотели сперва заполучить благословение своих семей. Родители Рэя сразу же дали свое согласие, и его семья успела привязаться к Эану. Но когда Эан отправилась к своей матери-богине... Вот старая ведьма. Не суди ее так скоро, любимая, со временем она исправилась. Ну да, сперва она не была в восторге от этой идеи. Более того, она разозлилась, что кто-то захотел отобрать у нее любимую дочь. Знакомая история. Уверяю тебя, она куда лучше моей матери. Так вот, в гневе она сказала Эан: выходи замуж, если так решила, но если не передумаешь, то со временем ты состаришься, умрешь, как твой жених. Фу. Никто особо не удивился, когда Эан ответила: ну и ладно. Зачем мне вечность, если рядом не будет Рэя? И они устроили свадьбу. Долгие часы богиня гневалась и кричала, и еще больше она сокрушалась и предавалась отчаянию, пока наконец не повернулась к земле. Тогда она увидела Эан и Рэя. Они находились на поле, где Рэй впервые встретил Эан. Их головы украшали цветочные венки, и вокруг них собрались близкие им люди. Впервые за всю жизнь Эан веселилась. Она пела и танцевала, ее глаза сверкали, волосы развивались на ветру. Впервые за вечность богиня увидела свое дитя счастливым. Она пожалела о том, что наговорила ей, но слова богини обладают силой, которую не так-то легко отнять. Опечаленная мыслью, что однажды ее дочь умрет, она заплакала. И ее слезы пролились на землю густой пеленой дождя. Эан и Рэй не стали от него прятаться, вместо этого они пустились в пляс. Тогда богиня сказала: пусть каждая упавшая на вас слеза подарит вам дополнительный год жизни. Даже когда ваших волос коснется седина, а кожа покроется морщинами, да будут у вас силы танцевать и петь, и любить друг друга. Если верить легендам, так появились эльфы. Но мне кажется, это немного надумано. Милая, ты плачешь? Ерунда. Просто иногда ты очень красивый. Окей. Беллис, ты прирожденный рассказчик. У тебя отлично получилось пересказать эту историю. Да, это было нечто. Теперь я буду иначе смотреть на дождь. О, это всего лишь жалкая легенда. Вовсе не жалкая. И ты прав, богиня действительно куда лучше твоей мамы. Я же говорил. У меня с дождем все куда проще. Я просто обожаю сидеть дома в тепле, когда на улице капает. Да, это очень уютно.
В детстве у меня была спальня на последнем этаже. Когда я ложилась спать, то слышала, как капли дождя барабанят по крыше. Было здорово. Хотелось бы мне, чтобы все в мире испытали, каково это. Сидеть в безопасности, слушать, как снаружи идет дождь. О, блин, вот эта фраза очень грустная, то, что он сейчас сказал. Это было очень грустно. Согласен. Вот блин. О, смотри, ну хотя бы кто-то смог скрыться от ливня. О, малыш промок до нитки. Бедный Гала, он что, стряхнул на тебе все капли своей шерстки? Чуть-чуть на меня попало, ничего страшного. Он милый. Что здесь забыл? Валори, это твой кот? Нет, но пару раз он сюда уже заглядывал. Вспомнила, я видела его здесь где-то неделю назад. Но меня чуть-чуть сбил звук, поэтому я чуть-чуть отвлеклась. Он не намного дружелюбнее, чем в тот раз. Хотя и не намного агрессивнее. Может, он уже считает это место своим домом? Не он первый. С Хайдом вышла очень похожая история. Кстати, где Хайд? Куда он ушел? Фонка подмечена, кажется, он что-то ищет. Или кого-то. Даже если так, похоже, его поиски пока не дали результатов. Он приходил еще раз несколько дней назад, кстати, мне помог. Тогда у меня тоже было впечатление, что он заглянул ненадолго. И он ушел. Настоящая энигма. Где он делся? Куда пошел? Просто ушел? Ну ладно. Что я пропустил? Кота. Я заметил, как он вышел. Что он тут делал? Вы сами не до конца уверены. Он заходил уже несколько раз, но он никогда не остается надолго, ничего не просит. Мне показалось, что он кого-то ищет. Вполне вероятно. Во многих культурах котов наделяют особым предвидением. Их считают посланниками между мирами. Может быть, ему известно что-то такое, чего мы не знаем или не видим? Коты хотят, чтобы ты так думал. Они таинственно себя ведут, взамен получают еду и обнимашки. Я как раз говорил, что это поведение кажется мне знакомым. О, боже. Без комментариев. Ага. Ну да ладно, кто тебе звонил? Дизайнер интерьера насчет дома. Ему зачем-то потребовалось узнать точный размер проигрывателя. И еще какой-то паркет. И еще какой паркет я предпочитаю, ореховый или дубовый. Я просто хочу полы, по которым можно ходить. Надо же, я думала, ты привередливее относишься к оформлению дома, Хайд. Я действительно довольно привередлив. Требование у меня одно, все должно хорошо выглядеть. И он понятия не имеет, как этого достичь. Ну, вы сами видели, на чем он ездит. Машина у него, мягко говоря, не самая модная. Эта машина отлично мне служит, попрошу на нее не наговаривать. Помню, как один оборотень отказался меня подвезти. Мне не стоило начинать. Предлагаю перемирие. Гала, почему бы тебе не помочь Хайду с оформлением дома? Правда, почему бы нет? У меня работа, время. Работа, время? Понятно. Все любят критиковать, но истина в том, что Гала совершенно ничего не смыслит ни в цветах, ни в материалах, ни в формах. Может, я ленюсь, когда речь заходит о дизайне, но Гала — это просто кошмар любого дизайнера. Неправда. Просто я ценю в вещах функционал. Обычно так говорят те, у кого нет вкуса. Да, может. Проблема в том, что у меня так себе вкус, когда речь заходит о вампирах. Думаю, это твое единственное положительное качество. Неловкая минута молчания. Да, у вас все будет нормально, ребят. Точно. Знаете, сидеть здесь вместе в хорошем настроении, когда на улице темно и сыро, чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя дома. Учитывая, что мы во вроде как общественном месте, думаю, это большая редкость. Вроде как, это ты верно подметил. Сколько себя помню, эта кофейня всегда казалась мне родным уголком. Моим уголком, в котором по счастливой случайности собираются приятные ребята. У меня абсолютно такие же ощущения. Спасибо тебе. Приятно слышать, что вам здесь хорошо. Комфорт посетителей – наша основная задача. Ты отлично с ней справляешься. Да, и вы, ребят, тоже не промах. Кажется, все мы будем какое-то время заняты своими делами, а я думаю о том, как хочу снова собраться с вами здесь. Кто знает, может через неделю или месяц, может через год. Но в одном уверен, мы отлично проведем время. Пускай так и будет. Да-да. Приходите в любое время, как вместе, так и по отдельности. Мне всегда интересно узнать, как у вас дела. Мы обязательно к тебе заскочим, чтобы поделиться новостями. Чтобы прикупить средства от ярости. Чтобы послушать чужие истории. Возвращайтесь скорее. Я так понимаю, это конец. Кажется, дождь закончился. Мы и так уже тебя замучили, Валори.
Да, раз уж ливень прекратился, самое время расходиться по домам. Завершим вечер. Идите первыми, ребята, то мы друг друга затопчем. Хорошо, доброй ночи. Пойдем. Еще раз спасибо за вечер, сегодняшний и все остальные. Нет, это вам спасибо за все. Правда. Прошу тебя отдохнуть. Ребят, вы идете? Ага, придержите дверь, пожалуйста. Ой, Бэй, что ты делаешь? Переношу тебя через порог, что же еще? Обычно невест переносят через порог дома, а не бара. Почему бы не сделать это и то? Ты смешной. Может быть. Но я тебя люблю. И я тебя люблю. Шум и гам. Я слышу мысли этих людей почти так же отчетливо, как свои. Их успехи и неудачи имеют для меня такое же значение, как мои собственные. Полагаю, это и есть то самое ощущение, когда находишь свой коллективный разум. А. Это не конец? А ну-ка, стоп. А в смысле? Это должен был быть конец, нет? Шокирующее разоблачение. Директор Федерального бюро по вопросам инопланетян уходит в отставку. Семья отвернулась от наследника богатейшей американской корпорации из-за его новой жены. Водоросли убийцы. Новый инвазивный вид. Так. Непон. Бейлис видосик скинул. Гала фоточку прикольную. Луя тот же видосик скинула. Сильвер просто фоточку прикольную. Аквия. Думаю, я в этой индустрии прежде всего по любви, так что постараюсь и дальше получать от работы как можно больше удовольствия. Миртл. Приятно, когда получается сконнектиться с кем-нибудь из той же индустрии. Друзья. Угу. Черня молва. Спасибо. А, все, это все-таки конец, да. Окей, что-то тут такое. У меня как будто дежавю. Привет. Привет, Джорджа. Как дела? Ну и гроза разыгралась. Точно дежавю. Что? Ничего, все нормально. Если снова отключат свет, у меня все готово на такой случай. Отлично. Знаешь, я уже как-то попривык к этой погоде. Правда? Ага. Мне бы не хотелось, чтобы дождь теперь шел вечно, конечно. Но гром больше не кажется мне таким сердитым. Интересно, какие мысли он у тебя вызывает? Без понятия. Но он перестал быть страшным. Ну да ладно, хочу сделать заказ. Отлично, чего бы тебе хотелось? Сделай ко мне то же самое, что я заказывал пару недель назад. Пару недель назад? Угу, примерно. Мы тогда говорили о пополнении твоей чайной коллекции. Да, точно. Помню, речь зашла о напитке интересного цвета. Выпью что угодно с того дня. Напиток интересного цвета, ладно. Давай просто вот сделай ему синий чай и все. Я просто не знаю, что он хочет. Да и пофиг, в общем. Чашка антоциана. Прошу. Чего? Синим. Напиток делают антоцианы. А, понятно. На вкус все тоже трава. Но дочка сказала, что этот напиток отлично помогает при стрессе. Правда? У тебя в жизни сейчас много стресса? Да нет, не беспокойся. Просто раз дочка так это любит, я и сам решил попробовать. А, хорошо. Обычно в синий чай добавляется еще куча разных ингредиентов. В плане вкуса он хорошо сочетается практически с чем угодно. И симпатично выглядит. Да, это я заметил. Когда пьешь его без дополнительных добавок, он ничем не выделяется, за исключением привкуса травы. Так и есть. Получается, ты уже помирился с дочерью? Вроде того. Отлично. Джорджи, как поживаешь? Как дела на работе? На работе? Ну, меня всего пару дней здесь не было, но да, много чего успело произойти. Правда? Ага, вот, например, по городу пошли слухи, что парковаться на Борн-стрит теперь небезопасно. Из-за вандализма. Ага. Не хочу, чтобы ситуация совсем вышла из-под контроля, понимаешь? Не хочу, чтобы у этой улицы появилась такая ужасная репутация. Понимаю. Что ты предпринял? А, почему ты думаешь, что ты что-то предпринял? Так, догадка. Но интуиция у тебя работает. На следующий день после нашего разговора сходил к гномам, поболтал с ними. Вот как. И о чем вы поговорили? Мы поговорили о том, как их выходки могут повлиять на их потенциальное будущее и будущее района. Они даже частично раскаялись в содеянном. Им до сих пор не нравится, что произошло с останками их друга? Именно. Из-за чего они хотели привлечь внимание, чтобы район чем-то запомнился жителям города. Так или иначе,
Даже если это внимание негативное. Сначала думал, что этого они добивались, оказывается, ошибался. Они просто хотели вызвать отклик, что по районе заговорили. Когда я объяснил им, что может произойти, если по городу расползутся слухи, и как это произошествие будет выглядеть со стороны происшествия, они были шокированы. Потому что не подумали о последствиях. Ага. Я сказал им, что если у улицы появится дурная репутация, ее могут вовсе перекрыть или полностью перестроить. Тогда от их друга точно ни следа не останется. Они сразу же сказали, что с вандализмом покончено. Интересно. Да. Вообще я их понимаю, они пытаются сохранить память, пусть они и выбрали не лучший способ это сделать. Но их логика понятна. Все же нельзя так решать проблемы. Честно говоря, у меня до сих пор вся эта ситуация в голове не укладывается. Все эти заморочки с памятью. Мне, да и миру в целом предстоит еще много узнать о феях. Да? А что потом? Ты их арестовал? Нет. В тот день я просто с ними поболтал. Мне хотелось лучше понять ситуацию, учитывая историю с рынком феи и так далее. Я рассказал им про деда. В конце концов, они сказали, что примут любое мое решение, так что я пошел домой. Понятно. Дочка спросила, что произошло, учитывая, что она уже дала мне один отличный совет по делу. Я все ей рассказал. Про улицу, про дерево. О, и правда все. Кажется, после нашего разговора она начала изучать историю фей. В одном из своих видео, не уверен, как такие видео называются, в них она упаковывает заказы, разговаривает обо всем подряд. А, понятно. Я перепостил его в Тома Чил пару дней назад. Угу, понятно. В общем, в одном видео она делилась со зрителями тем, что узнала. Про дело? Нет. Только тем, что выяснила самостоятельно. Ясно. Мне кажется, это очень хорошо. Может быть, когда-нибудь из ее зрителей заинтересуется этой темой. Кто-нибудь из ее зрителей. Господи. И люди вспомнят об этой почти забытой истории. Извиняюсь, я как долго читаю, то у меня не только язык начинает заплетаться, но еще и как-то слова пропускаю. И люди вспомнят об этой почти забытой истории. Точно. Кто знает, что ждет нас в будущем. А вот и Лукас. Привет. Привет. И тебе привет, дедуль, как дела? Все нормально. Ты сегодня в приподнятом настроении? Как и всегда. Давай, дедуль, колись, что нового? Думаю, это я должен спросить у тебя, откуда ты берешь столько энергии. Да, я расскажу, но сначала... Можно сделать заказ? Можно. Мне, пожалуйста, чашечку синего латте с каким-нибудь крутым узором сверху. Синий латте, подожди, секунду, у меня это есть? Синий латте, Синий латте. Так что ли? Синий чай, молоко? Синий чай с молоком. Латте арт. Давай ему какой-нибудь арт. Короче, я не собираюсь запариваться, потому что мы вроде как заканчивать собрались, а я тут сижу вот так вот. Сердечко и все, и сердечко, на. Чашка синего латте с шедевром на пенке, прошу. Шедевром? Мне нравится твоя уверенность. Ну что, попробуем. Вкусно, спасибо. Да, пожалуйста. Ну так, что у тебя нового, парень? Все отлично, дедуль, вот жду даму. О, Риона собирается зайти? Угу. Она вот-вот будет. Последние пару дней выдались для нас совсем дикими. Честно говоря, я вообще не спал до прошлой ночи. Да? Почему? Скажем так, мы кое над чем работали. Что такое? Знаю, что ты тот еще шустряк. Рабочий график у тебя наверняка сильно отличается от расписания обычных людей. Но я надеюсь, ты не собираешься приучать других ко всяким нездоровым привычкам. Хотя я мало что знаю о том, как устроены банши. Она вроде как занимается ночной доставкой. Правда? Иногда она развозит товары до утра. Когда не бери в голову, парень, забудь все, что я успел тебе сказать. Ух. Я уже думал, что мне кранты. Пытался вспомнить, когда я успел напортачить. Дэна, ты поприкалываюсь. Вы взрослые люди, надо же кому-то исполнять роль надоедливого, любопытного старика. Рад, что вы общаетесь. Да блин, что это? Какая-то фигня? Болт? Что он тут делает? Особенно учитывая, как прошла ваша первая встреча. Ага, реально. Это я имею в виду, когда говорю, что меня вечно тянет сделать какую-нибудь тупость. Иногда я так несусь сквозь жизнь, что вижу лес, но не различаю в нем деревья. Бывает. Главное, что ты это осознаешь, и иногда заставляешь себя притормозить. Ага. Привет.
Фиона. Привет. Наконец-то, дамочка. Добрый вечер. Всем привет. На дорогах пробки? Да нет. Надо было срочно кое-что доставить, поэтому я опоздала, извиняюсь. Да ты как раз вовремя, это я пораньше приехал. Вы что-нибудь приготовить? Да, спасибо. Можно мне чашечку не очень крепкого кофе и побольше меда? Кофе, мед. Надеюсь, это достаточно для тебя. Нет. Нет, давай другое. Побольше меда. Кофе. Кофе, мед. Сладкий кофе. Держи твое теплое питье. Что-то не так? Да, я ведь не это... Почему не это? Мне надо было все-таки дать кофе и мед. Это... У меня на ней просто 0. У меня на ней 0. 0 у меня. Вот просто посмотри, у всех хотя бы один есть, а на ней у меня просто 0. Ничто. Ой, точно. Извини, что так вышло. Ничего страшного. Не переживай, это ерунда. Прошу прощения. Так что вы там вдвоем придумали? Он говорит, что уже несколько дней не спал. Тебя это тоже касается? Да, ну, я обычно не сплю по ночам. Вот, видишь? Я вообще-то думал, мы уже все обсудили, дедуля, опять ты за свое. И я еще не закончил играть роль надоедливого, любопытного старика. Боже. Ну ладно, я к чему? Мы тут обсуждали формат шоу. Да, и как успехи? Мы почти договорились. Да? Думаю, что да. Мы только об этом и говорили последние пару дней. Наши идеи уже начинают приобретать форму. Но предстоит еще много чего обдумать. Но уже все почти решено. Поэтому я забыл про сон на какое-то время. Надо же собрать все наши задумки в кучу. Завтра мы собираемся поделиться планами с командой. Значит, вы собираетесь работать вместе? В каком-то смысле, да. Я буду показывать Лукасу город. Я не всегда буду за рулем, мы будем меняться. Ага. Не хочу, чтобы она повсюду меня возила. Но мне понадобится время, чтобы снова привыкнуть к машине. Это же не проблема? Конечно, нет. До дороги более-менее свободная, ясная погода. Предлагаю проезжать по мосту Evergreen Point. Тебе точно понравится, я уверена. Хорошо, я согласен. В общем, да, такие дела. В свободное время помогаю Рионе мониторить прослушивание. Не знала, что есть столько способов узнавать про прослушивание онлайн. Конечно, каждое нужно проверять, потому что среди них попадаются ложные объявления. Но я тебе с этим помогу, не переживай. Хорошо. Похоже, у вас все замечательно. Удачи вам. Спасибо. Думаю, я уже скоро пойду. А что так? Я с самого утра практически ничего не ела, а сегодня было столько дел. Это да, ну пойдем. Ты оставайся, перекушу, сразу вернусь. Не, пойдем, мы ж партнеры, да? К тому же нам еще много надо обсудить. И правда. Ладно, если ты не против, думаю, нам пора. Точнее, мне. Принято. Тогда пойдем. До встречи, дедуль. Удачи тебе. Ну да. Мне дали еще 2 достижения. Вот и остались только ты да я. Меня это вполне устраивает. Мне тоже скоро нужно будет идти, долг зовет. Понимаю. О! Привет! Как дела? Привет. Привет, мисс Зеленоволоска. Эй, Джорджа, давно не виделись. Слышал, ты путешествовала по свету. По свету это громко сказано, но кое-где я побывала. Как приятно снова видеть тебя, Фрея. Ну, я бы с радостью задержался, поболтал, но пора на работу. О, вот тебя, на, я по тебе скучала. Тогда поболтаем в другой раз, Джорджа. Ага. Не забудь рассказать правду, хорошо? До скорого. Расскажу. Какую правду? Сори? Дай-ка пересяду. Итак, дружище, старина, моя родственная душа. Валери, как поживаешь? Почему не предупредила, что придешь? Прежде чем ты начнешь меня винить, скажу, что это было спонтанное решение. Даже я не ожидала, что так скоро вернусь. Почему же ты вернулась раньше срока? Ну, может, расскажу после того, как что-нибудь выпьем. Слушай, ты помнишь мой самый первый заказ? Эспрессо? Ага, в памяти тебе что надо. Когда впервые сюда заглянула, на улице шел такой же ливень, как сейчас. Я думала, что все уже закрыто, как вдруг заметила твое заведение. Вкуснее эспрессо я до этого не пила. Спасибо. Кружечку эспрессо, пожалуйста. Вот это я запомнила, короче. Вот это я запомнила. Это самый легкий заказ, который я запомнила. Вот, держи. Кружка тройного эспрессо специально для тебя. Отлично. О, этот насыщенный аромат, неповторимый вкус. Спасибо. Кстати, что имел в виду Джорджи?
Ты о чем? Он упомянул что-то там про правду. А, ну да. Ну, в общем, я скоро уезжаю в писательскую резиденцию. Уезжаю очень-очень далеко. Что? Знаю, знаю, это было импульсивно, я просто взяла и решилась. Знаю. Мы с другом отправили заявки в прошлом месяце, особо не ожидали, что нам ответят, но нас приняли, и резиденция запланировала уже на этот год. Значит, паковать чемоданы придется уже совсем скоро. Это же не развод, да? Нет, конечно. Как долго это продлится? Не знаю, наверное, несколько месяцев. Но потом я хочу еще попутешествовать. Понятно. Валери, тебе грустно? Не. Только не грусти, пока я буду в отъезде, ладно? Мне не грустно. О, лучше расскажи, что я пропустила, пока меня не было. Наверняка у тебя припасено для меня немало сочных историй, да? О, ты даже не представляешь, сколько. Ну так выкладывай. Давай, давай. Хорошо. Все началось где-то 2 недели назад. Угу. Аквия работает над своей игрой, а Миртл иногда ей помогает. И они отличная команда. Так. Путешествие Сильвера Аманды завело их гораздо дальше, чем они ожидали. И на многих селфи, которые они сняли в Лондоне, Сиднее и монгольских степях, не увидела, что там было. Хайд завоевал репутацию самого чуткого романтичного свадебного фотографа в Сиэтле. Галла с радостью напоминает ему об этом в тех же терминах, и Хайду это не нравится, на самом деле нравится. Боже. Луи и Бейли скупили домик с большими окнами, миниатюрным садом и дополнительной спальней. Сейчас... Что? Почему ты так быстро прошло? Ладно, вы можете остановить и вернуть. Коллаборация Некачелло и Ареми оказалась успешной, сингл успели выпустить к однозначной дате. Критики холодно приняли новый сингл, но фанатам это понравилось. Почему так быстро проматываешь? Слушай, Рион и Лукас часто заглядывают в кофейню после занятий по вождению и обсуждают самые разные темы. Похоже, они никуда не торопятся, тщательно все планируют, согласовывая свои рабочие графики. К счастью, вандализм прекратился, так что слухи постепенно прекратились тоже. Иногда у места, где стояло засохшее дерево, можно увидеть одинокого офицера полиции, возлагающего цветы. Почему-то очень быстро промоталась последняя несколько... Вот последняя часть. Что такое? Привет. Еще раз привет, Риона. Я тут довольно давно кое-что обронила, вернулась, чтобы забрать. Что конкретно? Все нормально, уже нашла, прям под стулом. Вот как. Я всегда все проверяю перед закрытием. Иногда мы чего-то не замечаем. Особенно как-то заняты тем, что делали уже много раз. Это верно. Наверное, это знак, что мне надо все перепроверять. Может быть. Может и нет. У меня есть предчувствие, что ты в любом случае найдешь что-то интересное. Возможно, даже обретешь полное понимание всего. И всех. Извини, не вполне улавливаю. Приятного тебе вечера. Спасибо, доброго пути, Риона. Что это было? Вот этот... Похоже, сегодня уже никто не зайдет. Да что происходит? Пойду-ка посмотрю, что... А? Это что такое? Звук как будто донесся из ящика. Какого ящика? Какого? Пропавшие вещи, они все здесь. Но они исчезли уже довольно давно. Так, что здесь происходит? Какое-то достижение, которое я почему-то не вижу. Вы разглядели часть рисунка, но многие его детали пока размыты. Что ты имеешь в виду? Я вообще не поняла сейчас. Что это было? Давайте галерею посмотрим. Ого, 123, вы шо? Да здрасте. Так, по-быстренькому пройдемся, пока я еще поговорю, да? Я не поняла сейчас последней части вообще максимально. Всякие вот эти вот арты, если вы хотите посмотреть, то остановите, посмотрите. И то, что было раньше, то, что не успела прочитать, тоже можете вернуть или не вернуть, и остановить и прочитать. Потому что оно очень быстро промоталось. Тут что-то закрытое, прикол. Ого, еще закрытое. Ну тут, короче, типа все, что мы видели, да? Вот конца вообще не поняла. Максимально. Окей, прикольно.
Это прикольно. Мне нравится смотреть на такие концепт-арты. Это я люблю. Угу, круто. Да, и, пожалуйста, промотаю по себе. Я не поняла прикола с этой кошкой. Что это за кошка? В конце концов. Не знаю. Ладно. Важно. Да и не важно. Если вы знаете, можете написать в комментариях. Может быть, я что-то пропустила очень сильно или что. О, классный арт. О, тоже прикольный. Блин, я люблю арт, капец. Вы знали. Ну, круто, круто. Ладно. Тогда, получается, на этом все. Достижения. Ну, не очень много не получили. Что это такое? Ого. Ладно. Ну, получается, спасибо вам, Твичета, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.